Так, рукавчики поправить. Фотографии все открыты. Мгм. Доброго дня, добрые люди! По вашим многочисленным просьбам я таки сделала разбор очередного выпуска Бурды. Журнал я больше не выписываю, поэтому этот разбор будет в несколько другом формате. Вы мне потом напишите, насколько вам понравился такой формат или насколько вам не понравился такой формат. Я буду смотреть фотографии в телефоне и тут же с вами его будем разбирать. То есть у нас как бы зрительного контакта будет, ну, не так много. Так, и сразу к выпуску. Обложка у этого выпуска в Германии прям под стать апрелю. Краски и настроение визуально передают ощущение разгара весны. Журнал поделен на несколько разделов, и все выкройки собраны в разные коллекции. И первая вот такая подборка объединена весенней тематикой. Первая модель этой коллекции – это платье в макси-длине из крепа из полиэстера. У платья V-образный вырез по горловине, отрезная линия талии, нагрудные выточки, рукава со сборкой по окату и защипами по низу рукава. Сзади молния и разрезы в боковых швах. Разрезы в боковых швах так-то не сразу и заметишь. Я считаю, это прекрасное платье на теплое время года, и такого настроения платья всегда присутствует на подиуме, и этот сезон не исключение. В принципе, легкие, летящие вот такие вот макси-платья всегда востребованы, даже если их нет на подиуме. Следующая модель в коллекции – рубашка с интересной конструкцией. Визуально выглядит так, что рубашка спереди как будто бы заправлена. Подобную стилизацию рубашек можно встретить на подиуме. Вот дизайнерам нравится наряжать модели с ноткой такой небрежности, расслабленности. Так, у рубашки отложной воротник без стойки, спущенное плечо, рукав с манжетом на пуговицах, есть нагрудные выточки и кокетка по спинке. Мне вот понравился образ с подиума, где рубашка выполнена из скользкой ткани с отливом, видимо, из сатина. Следующая модель коллекции – это платье в длине миди из смесовой ткани с хлопком. Это конструктивно несложное платье, отрезное по линии талии. Сзади у нее есть талиевые выточки, спереди нагрудные выточки, V-образный вырез по горловине. И самым интересным элементом является вот эта вот вертикальная сборка по полочке. Вот так выглядит отшитый вариант на модели. У многих возник, кстати, вопрос, не для беременных ли это платье. Вот мы в телеграм-канале обсуждали вообще весь выпуск, и обсуждая это платье, вот возник такой вопрос. Потому как в области живота все вот не так однозначно, да, тут нужно будет учитывать этот момент при пошиве этого изделия. При отсутствии живота, скорее всего, он как бы появится от этой сборки, а при присутствии живота, при наличии его, ну, он, мне кажется, так скроет это вот все. И визуально живот станет меньше. Ну, а кулиска и сборки – это хоть и не новый тренд, но мы все с вами видим, да, его на подиумах, он присутствует еще, все еще используется дизайнерами этот прием. Кто еще не успел, но очень хотел поносить этот тренд, то сейчас самое время это сделать. И как раз этот выпуск располагает к этому сшить и успеть примерить на себя кулиски. Еще одна модель из коллекции на весну – это обычная хлопковая рубашка. Несмотря на воздушность и кажущуюся легкость, у этой модели немало деталей. Тут отложной воротник на стойке, отрезная планка, двушовный рукав на манжете снизу со сборкой и карман из двух частей. Здесь рубашка сшита из полоски, и две части кармана – это для того, чтобы полоска вот так интересно заиграла. Мы уже все с вами заметили, что длина плечевых изделий стремится вверх, собственно, поэтому эта рубашка и здесь, поэтому она включена в этот выпуск. Ее также можно носить и как второй слой, создавая некий образ. Да, на подиуме вот я нашла вот такой, прям очень похожую рубашку, как рубашка из выпуска. Следующая модель – это топ из трикотажа. Такие топы, конечно, есть и на подиумах, и в магазинах, но в жизни они еще активнее носятся. Это действительно так. Весь Инстаграм, весь ТикТок девушки вот в таких топах. Ну и, к слову, этот топ быстрее сшить, быстрее купить, нежели сшить. Нужно дождаться сначала вот этот выпуск. Короче, вот в магазинах таких топов полно и по доступной цене. Но только если вы не такая, как я. У меня вот такой принцип по жизни. Ношу только то, что я сшила. Так, идем дальше. Давайте обсудим, что же там на подиумах с этим топом происходит. Вот дизайнеры
Предпочитают стилизовать в этом сезоне эти топы не в спортивной тематике, не в спортивных образах, а внедряют в очень женственные, с вот этими юбками, с оборками. Очень все это женственно смотрится. Идем дальше. Следующая модель — это романтичная блуза из шитья. Вырез по горловине, вырез каре по горловине, легкая, воздушная, рукава фонарики, и сшить ее тоже несложно. А вот на подиумах в актуальных коллекциях можно встретить и вырезы каре, и рукава фонарики, собственно, и шитье тоже, саму ткань. Казалось бы, старая добрая модель, да, но вот она снова на повестке дня, не такая уж она и старая. Следующая очень интересная модель — это топ с завязками по бокам из твила. Здесь и рельефные швы, и нагрудные выточки, еще вот бретели, да, создающие такой прямоугольный вырез по горловине, и молния в среднем шве спинки. Но он, короче, такой в полной комплектации. Если уж сядешь его шить, то будешь реально шить. Здесь не два шва. Про укороченную длину в плечевых изделиях мы уже говорили с вами только что. Это актуально. Прямоугольные вырезы тоже актуальны. Ну и топы в целом тоже в тренде. Да, вот эти все короткие, с открытыми плечами, в общем, топы в тренде. Ну, как, собственно, и люверсы с завязкой. Вот я вам показываю фотографии, что дизайнеры очень даже часто используют люверсы. Идем дальше. Брюки карго из модала. У них здесь цельнокроенный пояс, боковые карманы с подкройным бачком, кулиска по талии, молния с гульфиком, накладные карманы с клапанами в районе колен, да, ну, еще кулиски на завязках по низу брюк. А и сзади тоже имеются прорезные карманы с клапанами. И насчет актуальности. Вообще, я считаю, что брюки карго уже отошли на задний план, но вот как мы тут видим, на фотографиях на подиумах это опять очень даже актуально, очень даже используются вот эти все накладные карманы. И кто не успел, но очень хотел поносить брюки такого стиля, можно еще догнать и реализовать задумку, да. На подиумах этот стиль часто используется, я это уже сказала, да, и в целом это удобный элемент гардероба, почему нет. Далее, мини-юбка из твида, завышенная талия на юбке, цельнокроенный пояс, талиевые выточки, клапаны здесь обманки, никаких карманов здесь нет, и застежка на пуговицах спереди. Мы все с вами привыкли, что это такая отсылка к Шанель, но вот такие твидовые юбки используют теперь не только Шанель, у других дизайнеров тоже есть подобный стиль, потому что этот стиль Шанель, он как бы сейчас в тренде. Поэтому, собственно, эту юбку и включили в этот выпуск. Так, ну и завышенная талия тоже имеет место быть. Как и заниженная, так и завышенная. В общем, сейчас, собственно, все в тренде. Поэтому какую не возьми модель из журнала, то будешь в тренде. Далее идет юбка из хлопка с интересным вырезом по спинке, V-образным вырезом по спинке. Простая выкройка, несложно шьется, и вот изюминка вот в виде такой перемычки по спинке тоже имеется. Следующая модель, мы прям с вами очень быстро. Это юбка из твила с молнией в среднем шве сзади. Угу. А интересным решением здесь выступают вот такие застроченные складки по талии. На примере платья с подиума с таким же приемом вот видно, что это выглядит так нетривиально, цепляет глаз и заставляет прямо обращать внимание на эту зону, да, на этот акцент. Ну и завершающей единицей коллекции является жакет из хлопка без пуговиц. Здесь есть нагрудные выточки, накладные карманы. И если сшить этот жакет из твида, из такого же твида, как и вот вышеупомянутую юбку, то можно получить костюм а-ля Шанель. Вот такие жакеты без пуговиц очень хорошо вписываются в образы, чем, собственно, и пользуются дизайнеры, создавая свои коллекции. Переходим ко второй подборке выкроек. Здесь их объединили бордовым и синим цветом. На подиумах весенних летних показах мы видим обилие вот этих бордового цвета, синего цвета. Но мы будем рассматривать модели, не привязываясь к цвету. Мы их, конечно, рассмотрим конструктивно. Хотя я сама очень люблю бордовый, насыщенный бордовый, ну и синий, в принципе. Первая модель. Это строгое и даже, можно сказать, офисное платье. Здесь и ткань подобрали с полоской на подкладке с юбкой-карандаш из вискозы.
Оно замысловато, отрезное по линии талии, как вы все видите. По горловине фигурное каре, нагрудные выточки и спереди и сзади. Собственно, талиевые выточки, за счет которых оно очень хорошо формирует фигуру, подчеркивает талию. В среднем шве молния и шлица. Ну и изюминкой помимо всего прочего, здесь выступают вот эти хлястики по талии и по бокам. Это платье, я бы сказала, не про моду, оно больше как-то про стиль, про вкус, про собственный стиль. Хотя на подиуме тоже можно найти нечто похожее, тоже полоску используют, тоже они такие более строгие. В принципе, да, такое настроение на подиуме тоже присутствует, строгое и офисное. Следующий образ состоит у нас сразу из двух выкроек. Топ с американской проймой из шелка и юбка до колена из чего тут? Из твила. Конструкцию юбки мы уже с вами только что обсуждали. Эта юбка немножко удлинена и без клапанов. Длина, судя по картинкам с подиумом, актуальна, а вот топ не совсем актуальный. Шучу. Если это напечатано в бурде, это уже априори актуально. С некоторых пор я научилась доверять журналу. На самом деле такого рода проймы просто пестрят на подиуме. Через одну модель это такая горловина, вернее, американская пройма. Через модель опять американская пройма. Здесь еще и завязки по горловине имеются, да, тоже нынче актуально. Словом, не один тренд здесь вот в этом топе собран. Следующий образ тоже собрали из отшитых моделей этого номера. И если брюки мы уже с вами видели, только без завязок, только с завязками по низу, здесь они без завязок, без кулисок, то жилет в этом случае это уникальная модель. На самом деле его вот эта косая застежка об этом свидетельствует. Сшит этот дуэт из костюмной шерсти. Все чинно, модно, благородно. И выглядит это довольно заманчиво. Для любителей асимметрии этот топ вот будет как раз кстати. На подиумах тоже есть асимметричные жилеты, собственно, как и в магазинах. И прям один в один тоже вот и есть вот такие встречаются жилеты. Дальше идет платье в миди длине из твила. Цельнокроенный рукав на манжете, полочки на запах, юбка расклешенная и главным элементом, обращающим на себя внимание и притягивающим взгляд, да, это является вот эта вот стойка по горловине с украшением в виде цепочки. Цепочка продета в люверсы. Про люверсы мы с вами говорили, они сейчас модно, актуально. Естественно, здесь можно продеть и шнурок, использовать разного цвета шнурки и воздушные тонкие какие-нибудь шарфики. Можно вообще взять ткань на платье с принтом и потом подбирать шарфики под цвет элементов этого самого принта. В целом запах всегда используется в коллекции. Вот еще одну идею подсмотрела в коллекции. Не помню, кого там написано, чья это коллекция. Верх точно такой же, как у этого платья, а низ это брюки. И можно скомбинировать выкройку, взять верх от этой модели и от какого-нибудь комбинезона можно взять брюки из прошлых выпусков. Я часто так соединяю выкройки, моделирую. Кстати, вот это платье, у него полочка и спинка от одного платья, рукава от другого платья. Ну, горловину я сама нарисовала. Следующая модель – это блуза по выкройке, которую мы уже видели, из ткани с металлизированной нитью. Лаконично сдержанный, но при этом вот такой стильный топ со спущенным плечом. Не буду заострять на него внимание. Венцом этой бордово-синей коллекции является двубортный жакет в стиле сафари. Или, может быть, в стиле карго. Ну, в стиле сафари больше. Вот здесь вот такие накладные карманы. Я считаю, что это стиль сафари. Здесь двушовный рукав. Один из швов заканчивается разрезом, что является таким интересным элементом. Да? Отложной воротник, острые лацканы, рельефные швы, за счет которых жакет притален и подчеркивает фигуру, и поясок. Вообще стилизация жакетов поясом является таким интересным, я бы даже сказала, свежим решением. Не новым, но свежим. Давно мы не завязывали, хотя нет, мы завязывали, да, уже давно. Ну вот, если хочется, то пожалуйста. Ну и еще один довольно нетривиальный жакет, очень необычный для бурды. Для бурды это прям вау. Этот жакет сшит из шерстяного крепа. Что-то ряды пуговиц тут немного перекошены, нет? На модели и на фото рядом с техническим рисунком.
Видимо, тянет одну сторону вниз, там, где нет плеча, да? Возможно, лучше заменить эти тонкие бретели на более такие стабильные, пошире, чтобы они вот не впивались в кожу, и тогда будет меньше тянуть. На подиуме я встретила очень похожую модель в драматичном таком образе, и там это платье. В принципе, если захотеть, то можно сшить и платье по этой выкройке. Кстати, дизайнер даже вот сшил тоже и по этой выкройке, у него есть и платье. Это, наверное, выкройка для какого-то особого случая, где нужно быть, ну, где нужно произвести впечатление. Если вам нужна вот эта выкройка, то вам придется покупать журнал. Придется покупать выпуск, потому что онлайн и вообще отдельно эта выкройка не продается, она есть только в журнале. И давайте перейдем к следующей подборке выкроек уже под названием «Дух лета». Это у нас был эксклюзив, теперь «Дух лета». Тут действительно уже совсем летние модели, и первая из них это выкройка платья на основе блузы, которую мы с вами уже обсуждали. Здесь добавили резинку по талии, длину рукавам и ярусы по юбке. Ярусы, кстати, в нынешнем сезоне очень приветствуются и активно используются дизайнерами в своих коллекциях. Ну, как и всевозможные летящие платья. Это мы уже с вами тоже говорили, что вот эти всякие летящие платья, которые развиваются, они сейчас в тренде. Удобно, романтично, по-летнему и сшить не так уж и сложно, да, здесь 3 точки всего. Следующая выкройка это выкройка топа из батиста с застежкой капелькой спереди по горловине. Также по горловине и проймам есть воланы. И это тоже отсылка к романтичности, к вот этой легкости, воздушности. В весенне-летнем сезоне для романтики самое место. Куда еще носить эти все рюши, все воланы, все оборки, да? Далее платье с американской проймой из муслина. Американская пройма, как мы уже говорили, не в тренде. Опять шучу, в тренде. Легкая, воздушная, женственная, подходящая для лета. Тут и подходящая ткань, муслин. Что еще надо, да? По низу волан, в среднем шве, спинки, молния. Мне кажется, можно сюда еще вставить карманы. Хотя оно такое легкое и воздушное, карманы, ну, карманы может и не утяжелят, но утяжелит то, что захочется положить в карман. Так, про актуальность этой проймы мы поговорили, да, каждое второе платье, каждая вторая модель с подиума с американской проймой. Ну и завязки на шее тоже обсудили, это очень так сейчас прям акцентируется дизайнерами на подиуме в показах. Такое простое, актуальное платье. Следующий образ включает в себя опять сразу 2 выкройки. Простой в пошиве топ из трикотажа с вырезом подкова. И джинсы с замысловатой отделкой на поясе в виде фестонов. Джинсы здесь конструктивно классические, полный классический набор, они прямые. Сзади кокетка, спереди карманы и даже тот самый funny pocket, который маленький кармашек в кармане для часов или для чего он там используется. Застежка на молнии с гульфиком спереди, да, и отрезной пояс, ну, и шлёвки, собственно. Джинсы на подиуме в этот сезон было очень достаточно, было достаточно, а вот такой изюминки по поясу в виде фестонов не было. Было что-то похожее, но однако там гораздо такое более простое, более то, что мы уже все видели, то, что мы уже все знаем. А вот эти фестоны это такое интересное решение, хотя оно похоже на то, что на подиуме, но нечто особенное. Если сшить эти джинсы, можно показать, что ты в тренде, но по-своему в тренде. Мне вот нравится этим бурда, что там и тренды, но они какие-то особенные. Так, ну и сразу о платье по выкройке топа. Давайте поговорим. Платье бодикон с длинным рукавом в миди-длине и разрезом по одному из боковых швов. Конечно же, это модно. Облегание фигуры теперь, наверное, крепко засело в наши умы, в умы дизайнеров и вообще людей, которые это все носят, потому что, ну, надоело оверсайз, хочется уже приталивание, подчеркивание своих изгибов, уже вот это вот прям пробивается изнутри. Однако в этой выкройке нет талиевых выточек сзади. А это значит, что по талии, возможно, будет вот такая гармошка. Прям по спинке, да, по талии.
И если кого-то это смущает, то я бы советовала добавить талиевые выточки. Прям сразу, когда переснимаете выкройку, добавьте свои талиевые выточки по своим меркам. И эта сборка по спинке, она просто нивелируется. Посадка будет гораздо изящнее. Я так всегда делаю, когда шью какие-то трикотажные платья. Прям когда переснимаю, сразу рисую выточки по своим меркам. Ну, в принципе, если это не смущает, то ничего страшного. Так, ну и теперь мы добрались до подборки Best of. Уже в эту коллекцию включают наиболее востребованные и удачные, по мнению редакторов, модели выкройки. Ну, давайте быстренько по ним тоже пробежимся. Так, платье. Это, конечно, классика свадебного платья. Тут талия подчеркнута, фигурный вырез по горловине, да, вот для подчеркивания достоинств, сверху к низу клешение и сзади шлейф. Все вот как по классике. Все, что надо для свадьбы, в этом платье есть. Ну и как все красиво это выглядит, да? А если из кружева, вот смотрите, есть такие платья от дизайнеров, кстати, новые, актуальные этого года. И вот как это все красиво выглядит из кружева. Но если захотеть, можно и на лето по этой выкройке платья сшить. Тоже будет очень так красиво смотреться. Достаточно взять ткань с принтом или просто не белого цвета, какую-нибудь другую, укоротить длину и, возможно, отказаться от шлейфа. А может прям сильно короткое сделать. Ну и тут талия отрезная, можно вообще юбку взять на любой вкус по своему желанию. Далее топ с пайетками аж из 2017 года. И, к слову, пайетки до сих пор актуальны, на подиуме они до сих пор есть. Ну, в принципе, этот топ можно шить и не из пайеток. Эта выкройка тоже вполне подходит для нашего времени. Тонкие бретели, вот эти все перекресты или как перехлесты. В общем, актуальный топ. Дальше идет выкройка платья-футляр с замысловатой конструкцией вот здесь по талии. Вот если кто азартный, можно поиграть с цветом и даже фактурой материалов. Можно бачки здесь выкроить из сетки, чтобы вот создать такой эффект более узкой талии, или же выкроить детали контрастными. Но вот я контрастные примеры не нашла, а вот если из сетки выкраивать, вот смотрите, как это очень прям сильно визуально сужает талию. Ну и когда я вижу столько швов, у меня моя фантазия набирает ход. Еще одно платье из вообще лохматого года. Радует своим цветом, своей идеей. Вот эта вот сборка по горловине, в принципе, она всегда уместна, всегда актуальна. И как и сборка по низу рукава, как вот в этом платье, и актуальность выбора полупрозрачных тканей тоже здесь не поспоришь. Собственно, как и формодержащие цветы, вот эти выпуклые цветы, здесь, ну не поспоришь, правда. Ощущение, вот, что у дизайнеров тоже есть этот выпуск за 2011 год, и он вдохновился вот этим платьем из бурды, создавая свою коллекцию. Следующий образ, я уверена, многим знаком и свежо предание. Да? Здесь юбка по выкройке вышеупомянутого платья и замысловатый жакет. Мы все помним, какое пальто сшила Катя. В своем видео она показывала, в инстаграме эти фотографии есть. По выкройке этого жакета она удлинила. Ну, в принципе, этот образ получился как и образ отдельно жакета и юбки. Еще одно свадебное платье с кружевом, довольно актуальное сейчас. По этой выкройке можно сшить и платье с открытыми плечами, не используя вот этот кружевной элемент, кружевные детали. И в этом выпуске было, кстати, платье-близнец. У меня этот выпуск есть, поэтому я его полистала. И вот такое платье без кружева, короткое. И получается, что по этой выкройке, которая дана сейчас в нынешнем журнале, можно сшить как свадебное платье, так и просто коктейльное летнее корсажное платье. И заключительная модель в этой подборке — это блейзер. Тоже из довольно, не побоюсь этого слова, старого выпуска. Так. Да, 2010 это уже 14 лет назад. В общем, этот блейзер, чем он тут нам интересен с вами? Отложным воротником, вот таким длинным отложным воротником, и на фоне этого довольно-таки короткими острыми лацканами. Но и такой конструкции вполне нашлось место на подиуме. Вот нечто похожее тоже я нашла и среди новых коллекций.
Так, ну и анонс на следующий, уже майский выпуск. Что нас ожидает? Подборка выкроек на тему французское лето, тихую роскошь мы с вами тут видим, коллекция «Тихая роскошь» и интересное платье из подборки Best of за 2011 год. Кстати, поделитесь, как вам вот эта вот идея включения рубрики Best of? То есть они не отшивают новые платья, они просто дают выкройки и дают старые же фотографии. Вот, типа вспомним старое и сошьем по-новому, да? Так, ну и что? Я уже все сказала, да? Ну и напишите, как вам выпуск в целом. Для меня это прям 10 из 10. Что выкройки из Best of, они очень классные выкройки подобрали, что вообще вот все новые выкройки, да, мне прям 10 из 10. Каждая модель достойна быть сшитой. Ну а я была с вами рада поболтать, рада с вами пообщаться, пообсуждать журнал. И увидимся в других моих видео. До новых встреч. Пока.